Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. Вы знаете, я записал видео до этого про алоказию, мою первую в жизни алоказию, которую я купил, не устоял. Показал ее полный процесс пересадки, перевода ее на фитиль. Но почему-то я записывал, опять-таки, по просьбе зрителей, видео с микрофона. Микрофон был подключен, и что-то случился, какой-то сбой, и все видео, оригинальный звук, весь оригинальный звук не записался. Я просто все видео вот так открываю рот и рассказываю про эту алоказию. Поэтому сейчас я вам уже покажу готовый результат и расскажу немного, что я с ней сделал, и вставлю видео из оригинального. Да, почему я это все в такое долгое вступление, потому что там будет двигаться мой рот, но звука не будет. Поэтому я вам просто покажу. Смотрите, эту алоказию я купил в нашем садовом. Алоказия Macrorhiza Splash. Честно сказать, она была достаточно дорогая. Но я не устоял. Она мне очень понравилась. Я показывал ее в одном из обзоров. Очень красивое растение. У меня никогда не было алоказии. Может быть, кто-то скажет, что я поспешил для моей первой алоказии. Но я надеюсь, она будет чувствовать себя у меня неплохо. Посмотрите, какие у нее красивые листья. Это просто потрясающее растение. Причем она достаточно крупная. Я уже ее пересадил. Да? Я вам покажу, вставлю фрагменты, в каком состоянии была ее корневая. За эту цену растение продавалось в очень убитом, так сказать, состоянии, хотя сама зеленая масса, она очень хорошая. Я ее посадил вот такой в самодельный фитиль. Я сделал это все, я купил 2 горшка. Купил один горшок, такой сказать, для орхидей. Почему, опять-таки, рассказываю, может, у кого-то нет возможности купить горшок на фитиле. Я живу в Испании, на острове здесь, да, на Гран-Канарии. И у нас не продают горшки с фитилем. Просто не продают и все. Поэтому я нашел один горшочек такой, белый, обычный. Сделал в нем отверстие, да. Купил вот такой горшочек для орхидей, как кашпо, опять-таки. Взял обычный шнурок, вы можете видеть, да, вот шнурочек. Давайте я так покажу. Видно его всем. Обычный обувной шнурок. Самое важное, друзья, чтобы шнурок был синтетический. То есть не надо брать какой-то хлопок, еще что-то, чтобы он не сгнил. Мне об этом сказала моя подруга Анна. Кстати, она мне показала вообще эту всю систему, как ее приготовить. Спасибо большое, Анна, с канала Кладовая Солнца. Она в будущем хочет снять обзор по своим алоказиям и подробно расскажет там все. Да? Я вот так сделал по ее совету. Я налил сюда водички. Сначала первым делом я растение опять-таки полил. Да? Посадил я его в субстрат личуза. Я вам покажу, сделаю вставочку в видео. Хорошо очистил у него корни. То есть, если мы переводим растение, давайте я буду рассказывать немного, буду ее держать. Очень красиво, да, она смотрится, и вот так достаточно эстетично. Очень удобно, что горшок прозрачный, то есть все видно. Это, в принципе, хотя тоже этот можно прозрачным, но мне нравятся все-таки белые горшки, кто меня смотрит, знает. Я первым делом, что я сделал этой алоказии, алоказии. Первым делом я ее вынул из грунта. Она очень плохо в нем стояла. Я полностью очистил все ее корешки мягкой щеткой. Я рекомендую это делать мягкой щеткой. Можно промывать, но я даже не стал промывать. Просто очень хорошо мягкой щеткой очистил ее. Также я собрал с нее 6, такой красоты, представьте, я собрал 6 клубеньков. Да, алоказии, они дают маленькие клубенечки, они прям растут на этом растении. И постепенно начинают прорастать. И можно оставлять их, в принципе, да, чтобы был пышный куст. Но мне было интересно отделить. Я их посадил в мох. Кстати, друзья, если кто еще в чем проращивает клубни, напишите мне будет интересно. Я все их посадил в мох. Хочу прорастить. Один, кстати, уже пророщенный с листочком. А второй тоже уже проклюнулся. Остальные просто клубеньки. И потом я их постараюсь продать, да, чтобы отбить хотя бы стоимость этого растения. Может быть, даже что-то еще заработать на этом. Потому что растение очень красиво. В общем, я очистил полностью все корни. После этого я начал засыпать эту личузу в горшок, и уже после того, как я все засыпал, все сделал, я установил растение в этот горшочек. После чего я его полил сверху, да, потому что первый раз нужно проливать, стоит проливать, и потом еще добавил воды. То есть шнурки синтетические, они прекрасно впитывают влагу и постепенно будут поддерживать. Вот такую алоказию я заимел и буду держать ее на фитиле. И в будущем, друзья, я вам буду показывать и говорить, как вообще увенчался мой эксперимент успехом или нет. Потому что растение очень красивое, достаточно крупное, достаточно, говорят, таки тоже капризное само по себе. Но хотя в тех условиях, в каких я ее купил, просто без грунта практически, да, с голыми корнями, и она при этом не потеряла ни тургор, ничего, я думаю, что будет жить она у меня неплохо. Вот такое получилось мини-видео. На самом деле, друзья, не то совершенно, что я хотел. Да, я вам показал прям полноценное большое видео, но хотя бы что-то, хотя бы как-то. Вот такое вот. Все, друзья, берегите себя. Просто решил не то что похвастаться, а просто поделиться с вами моей новинкой. Мне кажется, она потрясающая. Возможно, это начало моей будущей, положено начало моей
коллекции новой алоказий. Не знаю, насколько она у меня пойдет, да, я знаю, что ее тоже едят вредители, но может быть мне повезет, и она все-таки будет нормально себя чувствовать. И этот принцип кашпо с фитилем, я думаю, ей понравится. По крайней мере, у моей подруги, они все алоказии, которые она перевела на фитиль, именно в грунт этот личузу. Опять-таки, да, еще скажу, личуза это вот такой грунт, он минеральный, видите. Это такие как маленькие, не то что камушки, но как минерал такой. Он достаточно легкий, не тяжелый, но при этом в нем растение хорошо устойчиво стоит. То есть, да, оно не шатается, ничего, прекрасно может расти. Вот так. Все, обнимаю вас, к сердцу прижимаю. Хорошего вам дня. Пока-пока.